В этом мастер-классе я покажу, как можно сделать такой красивый и необычный декор на кружку – маки, украшенные стеклянными бусинами. В процессе мы из градиента сделаем лепесточки и, используя молд, придадим им настоящую текстуру. Не забывая про фимогель, соберем их в красивый цветок и бутон. Добавим тычинки и бусины в центр и закончим все реалистичными капельками. Оставайтесь со мной до конца. Ну что, как всегда, начнем с инструмента. Сегодня я буду использовать обычную черную кружку, молд, текстуры и риса, глину Fimo Soft и Professional, стеклянные бусины, тычинки. Также нам понадобится набор инструментов для лепки, жидкая глина и влажная салфетка. Как из двух цветов сделать плавный градиент, ссылка на детальный урок в описании. А я его подготовила заранее. И вот такой он у меня получился. Нарежем градиент небольшими кусочками. И каждый из них разделим еще напополам. Нам таких понадобится много. Формируем из полукруга лепесток в форме капельки. Яркий цвет должен оказаться на кончике. Разогреваем глину в руках, чтобы легче было формировать ее. Первый лепесток готов. Зажмем его между молдами. Вот такую реалистичную текстуру дает нам молд. К сожалению, вручную ее сделать практически невозможно. Лепестки нам понадобятся двух размеров. Большие для внешнего ряда цветка и чуть меньше для внутреннего. Размер их мы можем регулировать толщиной отрезания градиента. Наберитесь терпения, заготовок надо сделать много. Я посчитала, в своей работе я использовала 11 больших и 11 маленьких лепестков. Но я всегда делаю запасом, чтобы выбрать потом самые красивые. Я разложила их по размеру, чтобы было удобно ориентироваться. Из небольшого черного кусочка глины подготавливаем основу для цветочка.
На нее мы будем крепить наши лепестки. Так наш цветочек будет крепче держаться, и мы лучше сможем его приклеить. Но для большей надежности добавим еще жидкую глину, чтобы сама конструкция вышла прочной. Выбирая лучшие лепестки из больших, я укладываю их по кругу, придавливая силиконовой кистью. Они могут находить друг на друга, так наш цветочек будет еще пышнее. Когда внешний ряд готов, переходим к внутреннему и снова добавляем фимогель. Теперь укладываем маленькие лепестки, располагая их между большими. После того, как закончили с цветочком, я в центр помещаю основу из похожего цвета для будущих бусинок. Но перед бусинками добавим тычинки. Я их покупаю готовые в отделе для флористов. Они легко переносят температуру запекания, переживать не о чем. Отрезаем кончики тычинок. Я использовала в работе около 25 штук. И снова добавим жидкой глины, чтобы они держались после запекания очень хорошо. По одной штучке я втыкаю их пинцетом по кругу. Не надо стараться сделать это очень ровно, это природа, и в ней нет идеально ровных форм, она чаще несимметрична.
После того, как все тычинки на месте, я немного придавила стеком центральную часть, но это не обязательно. Бусины должны быть из стекла, проверьте перед использованием, это важно. По одной бусинке, начиная с больших, я ставлю их в центр, к краям более мелкие. Они не будут держаться там самостоятельно. Наша задача их красиво расположить, а приклеим мы их все после запекания. Я немного вдавливаю их, чтобы оставить там лунки, в которые потом их будет проще клеить. Вот такой яркий, переливающийся вышел первый цветочек. Теперь сделаем бутончики. Соединим два маленьких лепестка, это будет внутренняя часть, и два больших, это внешняя. Примерим его на кружку, немного раскроем лепестки, чтобы он смотрелся как настоящий. И повторим все действия со вторым. Располагаем его так, как нам кажется более удачным по композиции. В центре пустое место я оставила для будущих стебляков. Из черной глины раскатаем ролл руками, но чтобы он был идеально ровным, я откатываю дополнительной линейкой. Аккуратно соединяю наш бутончик со стебельком. Я придаю ему форму петельки, как в жизни обычно растут маки. Легкими нажатиями я придавливаю кружки, чтобы увеличить площадь приклеивания, но тут надо не перегнуть, а влажная салфетка помогает убрать отпечатки и выровнять поверхность. Отрезаю лишний кусочек и аккуратно прячу кончик под лепесток. Теперь второй бутончик.
Добавляем ему стебелек и также прячем под основной цветок. Для логичного завершения они оба должны быть и снизу. Прячем начало под цветок и отрезаем лишнее. Наши маки готовы к запеканию. Так как я люблю из глины Fima Soft, я запекаю при 110 градусах в течение 30 минут. А вы проверьте свою инструкцию, ведь это важно. После того, как он остыл, необходимо приклеить его на кружку. На детальный урок есть ссылка в описании. Добавим прозрачных капель, чтобы цветок был как будто в росе. Так он будет выглядеть еще более живым. Я это делаю обычным эпоксидным клеем. Смешиваю компонент А и Б в равных пропорциях. Тщательно перемешиваю до густоты и зубочисткой аккуратно ставлю капельки на цветочки. Обратите внимание, что я ставлю их не на равном расстоянии друг от друга, так как в природе такого не бывает. Тут главное не затянуть. Если оно становится сильно тягуче, лучше разведите снова. Ну вот, наш цветочек готов. Не забудьте дать высохнуть клею 24 часа и можно смело использовать в быту. Вот такой яркий и необычный декор у нас получился. Вы можете менять цвета и композицию, создавая новые и новые работы. Пишите в комментариях, если у вас остались вопросы. Повторяйте, наслаждайтесь, творите. Буду рада любой обратной связи.